ходе пресс-конференции в Китае Владимир Путин сделал заявление о возможном упрощении выдачи российского гражданства не только жителям Донбасса, но и всем украинцам. Эта новость разорвала сведомых в клочья. Получив в конце минувшей недели в подарок от Ким Чен Ына меч, президент России оставил этот меч дома, а сам поехал в гости к товарищу Си. И после того, как глава нашей страны пообщался с китайским коллегой, была пресс-конференция. На ней Путин сказал много интересного. Вот, допустим. Китай наш стратегический партнер. Это очевидно по всем показателям, по всем параметрам. Самый большой объем товарооборота в страновом измерении у нас с Китаем. Мы ставили перед собой цель в 2018 году достичь планки в 100 миллиардов. Мы этот рубеж превысили. 108 миллиардов получилось. И у нас хорошие перспективы развития. Напомню, в начале апреля я делал материал о том, как совершенно буднично Россия и Китай соединили трубопроводы, построенные в рамках реализации проекта «Сила Сибири». Но вопреки кудахтанью либералов и примкнувшим к ним вместо левых, газ не единственное, что наша страна продает китайцам. Например, растут поставки российских продуктов питания. То есть у России с КНР нет такого перекоса в балансе торговли, какой есть у Пекина, например, с Вашингтоном. Кроме того, Москва получает немалые выгоды от транзита произведенных китайцами товаров в страны Евросоюза. При таком большом для нас объеме и растущем объеме товарооборота мы, конечно, заинтересованы, чтобы увеличить использование своего транзитного, скажем, потенциала. Через Транссиб, через БАМ, в которые мы собираемся вкладывать большие деньги, через автомобильный транспорт и автомобильные дороги, которые мы собираемся развивать. У нас огромные деньги запланированы в триллионах рублей на развитие инфраструктуры. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы транзитный потенциал использовать эффективно и иметь возможность взаимных поставок. В своем выступлении Путин также пнул США, указав, что участникам китайской инициативы «Один пояс, один путь» торговые войны вообще-то не нужны. Никто не хочет никаких ограничений. Никто не хочет никаких торговых войн. Ну, кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы. Во всяком случае, подавляющее большинство, почти 100% убеждены в том, что вот все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и ее развитию. Оцените уровень троллинга. Либеральные ценности теперь защищают вовсе не те страны, которые продвигали, пока им было выгодно эти ценности раньше. Внезапно защитниками свободного рынка оказались люди, у которых на площади Тяньаньмэнь лежит Мао, а целью значится построение социализма с китайской спецификой. Разве это не смешно? Также Путин подчеркнул, что Россия не собирается помогать США задушить Тегеран новыми санкциями, то есть не намерена замещать иранскую нефть, которую хотят вышибить с рынка американцы. Президент напомнил, что у Москвы есть договоренности с ОПЕК по ограничению объемов нефтедобычи и что наша страна будет их соблюдать. После этого Путину задали вопрос об упрощении выдачи гражданства жителям Донбасса. В обсуждении этой темы прежде всего, особенно с точки зрения страшилок для российского бюджета и для наших бюджетников, вот эти страшилки вбрасываются, безусловно, теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих на Донбассе. Это первое. Второе, мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем вот такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство. Но по поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России сомнений нет. Все социальные обязательства, абсолютно все, социальные выплаты, пенсии, их повышение этих пенсий, все будет исполнено. У нас здесь нет никаких сомнений. Какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанного с какими-то сбоями, возможными в будущем, в самой социальной системе России, не будет. Это абсолютно исключено. Это не спонтанное решение, оно не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров,
И из этого числа, это примерно 1/3 из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство. Там достаточно такое уже стареющее население на этих территориях сегодня осталось. Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры около 100 миллиардов. Это не в один год, а в течение нескольких лет. Это для нас не является чем-то критическим, что может поставить под вопрос исполнение наших обязательств перед российскими пенсионерами. Такого точно не будет. Даже близко не стоит. Теперь по поводу возможности получения пенсии и у нас, и на Украине. Ну, теоретически это возможно. Но вы знаете, как уровень пенсии на Украине? Средний. По старости. Почти в 3 раза меньше, чем в России. Во всяком случае, то, что мы видим из открытых источников. Поэтому, если уж кто-то там получит еще и украинскую пенсию, ну, дай бог, там в российских рублях это 6 тысяч. Значит, если иметь в виду, что люди еще живут под пулями, и у них снаряды разрываются время от времени в огородах, то я думаю, что и наши пенсионеры, многие из которых прошли еще и помнят годы Великой Отечественной войны, понимая, в каких условиях живут сегодня люди, не будут думать, что в данном случае мы имеем дело с какой-то социальной несправедливостью. А людей нужно поддержать. Вот тут-то на Украине и полыхнуло. Заверещали как рядовые сведомые, так и облеченные властью. Ярче всех выступил новоизбранный комик-президент Зеленский. Я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Он вообще-то много смешного написал. Вот самый комический пассаж. Мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле представляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать новой нефтью, в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Украинцы – это свободные люди в свободной стране, независимой, суверенной и неделимой. Гражданство Украины – это свобода, достоинство и честь. Это то, что мы защитили и будем защищать. Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран. И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу. Прямо Щеранским повеяло. Интересно, кто писал этот текст новоизбранному клоуну-гетьману страны, в которой каждые полгода усиливают пресс оплаты коммунальных услуг ради удовлетворения требований МВФ. Постоянно прессуемые ценой на газ и воду украинцы – это есть та самая пресловутая новая нефть. Смешно, кстати, также читать кудахтанье о том, что паспорта ДНР и ЛНР, мол, получат в первую очередь те, кто защищал Донбасс от украинских карателей. Вот как протроллил сведомых по этому поводу мой коллега Владимир Корнилов. Украина заявляет, что российские паспорта в Донбассе получат в первую очередь боевики ЛДНР. Погодите, это те самые боевики, которые на самом деле являются российской армией, боевыми бурятами и так далее? А зачем же им паспорта, если они, согласно официальной пропаганде, являются гражданами Российской Федерации? Или Киев таки признал, что воевал все это время с местными жителями, с шахтерами и трактористами? Если Путин и правда рассматривает возможность упрощенного принятия в российского гражданства всех не заболевших бандеровщиной обладателей паспортов с трезубцами, то у борющихся за нашу и вашу свободу сведомых клоунов скоро будут крупные проблемы с человеческим ресурсом. Главное, чтобы тот, кто будет уходить последним, не забыл выключить свет.